Ну вот мы и в Шангриле. Мы наконец добрались до Шангрилы. Название города китайцы взяли из романа Джеймса Хилтона и очень удачно использовали для туристов. Сразу с дороги заселяемся в отель, оставляем здесь чемоданы, ведь номер нам нужен только для ночевки, и отправляемся в долгий и длинный путь. Вышли на улицу посмотреть, что здесь есть вообще поблизости, и сразу заметно, какой здесь чистый воздух. Перед большой прогулкой мы решили быстро перекусить. Взяли местное блюдо, где на 99% чистое мясо, а одинокий лист салата положили, видимо, просто для красоты. Шангрила находится на 3200 метрах над уровнем моря. Здесь у многих людей закладывает уши, много кто ходит с кислородными баллонами, у кое-кого закладывает нос. Причем я долго думала, что это простуда, пила пакетики, что-то вроде терафлю, и никак не помогала, и только потом поняла, что, видимо, в связи именно с перепадами давления заложенность появилась. После обеда мы попали в настоящую ловушку для туристов. Сувенирных лавок здесь бесконечное количество. Мы планировали просто глянуть одним глазком, но в итоге зависли надолго. Глаза разбегаются, хочется зайти в каждую дверь и рассмотреть каждую мелочь. Повсюду буддийская символика, молитвенные флажки, украшения и игрушки ручной работы. И это не просто декорации. Уникальность Шангрилы в том, что это настоящая историческая тибетская земля. Но в отличие от закрытого Тибета, сюда намного проще попасть иностранцам, как мы, и увидеть культуру Тибета вживую. Выбираем яка. Да, один беленький, другой черненький. А есть вот такой, не совсем черный. Як – это главный символ региона, священное животное-кормилец, благодаря которому здесь выживали люди, ведь он дает и мясо, и молоко, и тепло. Ну а сам город – это наглядная иллюстрация к жизни Тибета. Тибетская архитектура и символика здесь очень ярко выражены. Также здесь огромную роль играет буддизм, и его эстетика здесь встречается повсюду. Но смотреть – это одно, а пробовать – совершенно другое. Мы решили выпить кофе с молоком яка. Обычно туристов пугает, что у него специфический вкус, и многим он действительно не нравится. Но сейчас мы это проверим. Наша реакция на кофе с молоком яка, от которого всех воротит почему-то. Вау. Оценка 10. Булочки на молоке як. Такая прям местная именно история. Йогурт с сухофруктами, с ягодами, с орехами, также на молоке яка. Очень вкусно. Все, что сделано из молока яка, рекомендую. Помимо этого мы приобрели як из шерсти яка. Такой маленький, очень смешной. Ручная работа. Очень многие из них кривенькие, косенькие, но с этим ничего не поделаешь, наоборот, неповторимый. В тибетском буддизме принято крутить барабаны, чтобы совмещать физическую активность с духовной. А физической активности здесь хватает. Тут много подъемов, спусков и лестниц. Но это не мешало получать от города удовольствие. По нему можно гулять часами, разглядывая фасады, вывески и содержимое магазинов. Здесь практически ничего не повторяется. Каждое заведение по-своему уникально. Еще нам понравилось заходить в буддийские магазины и любоваться необычными картинами, а также покупать и пробовать все товары в кондитерских. А это знаменитый большой молитвенный барабан. Он весит 60 тонн и достигает высоты 7-этажного дома. Одному человеку с ним не справиться, поэтому люди здесь объединяются в группы. Можно сказать, коллективная молитва. Вечером мы к нему поднимемся.
на всех лавочках, а здесь они на каждом шагу. У входа вас ожидает котик или собака, и, видимо, так они заманивают клиентов. Подойти и погладить. Продавцы, получается, начинают с вами диалог. Больше вероятность, что вы что-то приобретете, зайдя в лавку. И ранее я рассказывала о выпечке. Это небольшая пекарня, которую открыли местные парни. Вся выпечка из молока яка. Также можно увидеть как раз 2 мальчика, основателя, и песик Корги. У него также на попке вырезано сердечко. Очень мило. В поисках кофе мы зашли в самое необычное и умиротворенное место этого города. Сразу после входа здесь располагается зал с религиозными атрибутами. Мы начали рассматривать красивые картины, и с нами поздоровались художники. Это слово здесь можно услышать на каждом шагу. Это универсальное тибетское приветствие. Оно означает пожелание счастья и удачи, и используют его здесь абсолютно везде. И чтобы поздороваться, и чтобы просто проявить уважение. Это одно из самых уютных мест, которые я посещал. Здесь мы отказались от плана успеть посмотреть как можно больше мест в городе и засели на несколько часов. Здесь было не так много людей, и помещение отапливалось, поэтому уходить отсюда не хотелось. Мы взяли тот самый кофе на молоке яка, и на его пенке нам тоже написали приветствие. Кофе был настолько вкусный, что Варя решила угостить свои штаны. А еще мы вернулись сюда поздно вечером, сидели у камина и пили чай. Пожалуй, лучшее завершение дня. Кстати, по поводу того, что у меня очень красное лицо, особенно нос. Самая главная причина тому, то, что здесь очень низкое содержание кислорода, поэтому капилляры расширяются и, соответственно, компенсируют эту нехватку кислорода. Во-вторых, здесь очень высокое ультрафиолетовое излучение, так как высота тоже не маленькая. И в-третьих, здесь очень такой сухой воздух, который тоже атакует кожу, и она становится более восприимчивой к различным видам воздействия. Здесь новые флажки, они очень яркие сейчас, а вот там флажки уже немножко выцвели. Я думаю, их очень скоро будут менять. Эти пирамиды из флажков называются лунгта, что в переводе с тибетского означает «конь ветра». Это легендарное существо, приносящее благополучие, удачу и процветание. Лунгта представляет собой молитвенные флажки 5 цветов с изображением коня, несущего на спине драгоценности, конечно, исполняющие все желания. Считается, что с каждым дуновением ветра флажки будут колыхаться и тем самым распространять молитвы во всех направлениях. Кстати, если флаги выглядят старыми и выцветшими, это хороший знак. Здесь верят, что ветер не просто колышет ткань, а буквально считывает и забирает мантры с собой. Поэтому чем бледнее становится флаг, тем лучше. Это значит, что краска покинула ткань и молитва успешно улетела в небо. Так что выцветший купол – это не ветхость, а знак того, что такая вот почта работает исправно. Дальше по плану посещение крупнейшего тибетского монастыря в Юннане. Его называют уменьшенной копией дворца Паталы, главного символа Тибета. После небольшого перекуса нам нужно выселиться из отеля и отправляться в дорогу. Мы выселились с отеля, нам еще куча времени осталось, чтобы погулять, поэтому мы оставили вещи здесь, просто вот в таком месте. И сейчас отправляемся гулять дальше до вечера. Следом по плану так называемая Малая Патала. Архитектура невероятная, масштабы совсем не маленькие. Здание выглядит просто огромным и величественным. Высота здесь ощущается сразу, поэтому главный модный аксессуар у всех туристов – это всеми любимые кислородные баллоны.
Внутри храмов снимать строго запрещено, так что поверьте на слово. Там стоит гигантская статуя Будды и царит очень загадочная атмосфера. Монахи читают молитвы индивидуально для каждого посетителя. В общем, настоящий буддийский храм. Выйдя обратно, мы еще погуляли по храмовому комплексу, снова покрутили барабаны, зашли во все дворы, которые там только есть. Там долго и медленно рассматривали архитектуру и слушали звон колоколов. Оказалось, что в них может позвонить любой желающий, так что мы тоже не стали упускать такую возможность. Во дворах мы понаблюдали за жизнью монахов, а также погладили всех кошек, которых смогли встретить. Они здесь не боятся людей. Немного поболтав с другими туристами, мы отправились в неизвестность по дороге, по которой кроме нас никто не пошел. Спустя некоторое время мы вышли к отелю, в котором мы не увидели никого, кроме персонала. Мне было тяжело дышать, но кислородный баллон носить с собой не особо хотелось. Ё-моё, вот это люди живут. Красоте. С крыши отеля открылся потрясающий вид на дворец с обратной стороны, а также озеро и горы. И кроме нас, там не было никого. Для нас, живущих в крупном и шумном городе, такая тишина была лучше любого отдыха. Единственный источник звука в округе – стаи птиц, которые летали низко над нами. Мы устроили небольшую фотосессию и, увидев одиноко идущего по улице монаха, решили последовать его примеру и прогуляться еще дальше. Спустившись вниз по дороге, мы пришли к берегу озера. Посмотрев на озеро, а также на дворец с еще одного ракурса, мы направились к следующей локации. Хоть расстояние от города до этой локации очень большое, это не напугало ни китайцев, которые сюда приехали из-за постов в соцсетях, ни нас. Особенность этого места в том, что здесь находится самая необычная пирамида из флажков. Ее фишка в том, что ее основание затопило, и находясь на воде, она выглядит очень круто. И сюда многие приезжают ради фотографий. Ну и мы, разумеется, тоже. И вот заключительная часть нашей прогулки по Шангри-Ле. По плану было увидеть город в сумерках, а также сходить к молитвенному барабану, который мы показывали в начале видео. По пути мы зашли продегустировать местные фруктовые настойки, и их разнообразие нас порядком удивило. Потом мы купили еще немного сувениров и зашли в ресторан тибетской кухни. Что-то мне подсказывает, что у хозяина заведения желтый любимый цвет. Кстати, на удивление, еда оказалась очень похожа на нашу, особенно творог. Я понимаю, что в этом видео мы пьем слишком много кофе, но вы только посмотрите на эту уютную обстановку в кофейне.
Народу просто невероятное количество, я не знаю, как туда подойти, чтобы ее покрутить. Поэтому мы довольствуемся тем, что снимаем ее с небольшого расстояния. Пробираться через такую толпу нам и правда не хотелось. Ну вот мы покидаем прекраснейший город Шангри-Ла и направляемся в город Дали. Погнали!